Творчество — это бесконечно интересное дело, как для создателя, так и для потребителя. По всему миру существовали и существуют профессионалы своего дела и любители. Иногда деятельность вторых называется народной и отличается от профессиональной прямотой, простотой и, честно скажем, забиванием на мнение аудитории, ведь оно не определяет ценность произведения. Такими творцами могут быть художники, писатели, режиссеры, которых, скорее всего, скоро победит искусственный интеллект. Но еще существуют мододелы. Тут типа должна бы стоять точка, но нет. Иногда делаются моды, которые облегчают простому игроку возможность проявить себя и поделиться своим творчеством. Даем. Или, как говорили летсплейщики, когда я выглядел вот так, Диом. Это мод на бессмертную GTA San Andreas. Выйдя в 2007 году, позволивший простым игрокам, которые уже тогда заисследовали игру до дыр, создавать свои собственные миссии, что и расшифровывается в названии. Этими миссиями можно стало делиться, просто сохраняя и передавая файлы с ними на форумы. То есть между вами, уникальным игровым режиссером, и вашей аудиторией мод оставил часы работы над сюжетом, чаще минуты и пары кликов. Это благоприятная атмосфера для зарождения жизни. В годы, когда я приходил из начальной школы и верил в конец света, это такая тонкая подводка к тому, что на дворе был 2011 год. Да-да, 2011, мне тогда подарили календарик под конец года, и я подумал, зачем мне на 12-й год календарик дарят, если сейчас 11-й. И все логично мне сложилось в голове, что заканчивается 12-й. Короче, однажды в это время я в школе на PSP у одного челика увидел GTA Vice City Stories. В тот день я пришел домой и сказал маме: «Мамочка, представляешь, есть такая игра, в которой можно все, ну прям реально все». Все для меня было это стрелять, бегать, ездить на машине и летать на самолете. На что меня и хватало. Чаще всего я просто вводил коды на оружие, стрелял в педов и антиоживлялся об полицию. А затем возрождался в больнице, в ЛС и по новой. Иногда после возрождения я бежал на ближайшую большую дорогу, вводил код на самолет и летал. Полеты в GTA это был мой фетиш. У меня даже было кредо, вы не поверите. Я считал, что сюжет в играх не главное. Ведь зачем мне читать буквы, когда есть все вышеперечисленное? В это время уже существовали даем сообщества по всему миру. Они никогда не были прямо большими, но в них творческие дяди и тети создавали и создают порой что-то с чем-то, а порой что-то без всего. Хоть сегодня в основном мы будем смотреть на часть даем творчества англо- и русскоязычную, связанную с новогодними праздниками, даемом даже и до сих пор заражен буквально весь мир. Например, пока пишу этот текст, я нашел канал канадца, который иногда даже проходит диемки на французском, стабильно раз в день выкладывая видео на YouTube, собирая свои 200-300 просмотров. Большинство участников даем сообщества, создатели миссии, ютуберы, спидранеры, игроки и прочие сидят на официальном форуме, где можно все, что нужно. Поделиться миссией, научиться их делать или пройти и сделать трейлер для чужой миссии, чтобы получить просмотры на YouTube. И это люди со всего света, говорящие на разных языках. Я находил творения на английском, русском, испанском, португальском и французском языках. Не знаю, как у остальных, у нас же второе твердое, а может даже и первое место притяжения занимает сайт с модами libertycity.ru, где выложен сборник русскоязычных миссий, составляющий аж 6,22% от мирового, без учета прочих ресурсов. К примеру, российское ВВП составляет всего лишь 3,49 от мирового. У нас практически каждая первая миссия прямо заставляет вас установить несколько модов. А иногда даже кучу. Что понятно, ведь очень легко добавить авторские перчинки, кликнув пару раз по соседним ссылкам, в то время как западные коллеги всего-то иногда рекомендуют качать микроприколы по собственному желанию. Впрочем, это замечание не абсолютное. Собрались мы сегодня для того, чтобы посмотреть, что дизайнеры миссии за все время существования мода и форумов смогли сделать к новогодним праздникам. Смело такие миссии можно делить на 3 части. Первая — ограбление, гонки, кровь, перестрелки, и в конце новогоднее или рождественское поздравление. Вторая — про новогоднюю суету, или про спасение Нового года или Рождества. И третья — самая редкая — оригинальные задумки. Я как смог все перемешал, так что не обращайте внимания на смену языка и качество миссий. А перед началом, уважаемые демеры, мои зрители и прохожие, буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими знакомыми. Плюс, если захотите продолжение, предлагаю вам 2 опции: составить список интересных миссий на любые темы и отдельно к следующему Новому году, который я пропустил или даже не задумывался проходить, и скинуть в комментарии. Спасибо. 13-я Мишень Продакшн представляет «Как Бобби Рождество спасал». Это Бобби. Дело его жизни — быть решалой. Перед Рождеством, как и обычно, он готовился работать. С ним, пока он писал, на связи был его куратор Айден. Он хвалил нашего работягу за его мастерство в делишках, благодаря чему банда вышла на мировой уровень. Короче, Бобби крутой. И знаете, что он почувствовал, когда Айден сообщил о плохой погоде, которая продлится несколько дней и, скорее всего, погубит ближайшее дело и Рождество. А праздник-то Бобби хотел отпраздновать со своей матерью на ее имбовом ужине. Он огорчился Айденовой неуверенности в себе и сказал, что полетит на дело в Сан-Андреас, через 4 часа будет уже там. Если уж авиакомпании ему не помогут, полетит хоть на ковре-самолете. 6.5 hours later.
Ковром самолетом оказалась додошка, которую погода в итоге потрепала. Бобби потерпел крушение в Висконсине, видимо, летя с Гренландии. О месте приземления ему сообщил мальчишка Дональд, заметивший аварию, и заметивший также, как Бобби встал на свои 2 здоровые ноги, начав материть себя за то, что теперь со сломанным самолетом наверняка опоздает к маме. Благо, что у доброжелательного пацанчика отец-пилот, который рад будет помочь починить птичку. Правда, пацан? Да, если вы вернете ему его инструменты. Шо? Инструменты твоего бати сейчас не у него? Короче, есть банда похитителей Рождества. Они то ли инструменты отцовские похитили, то ли некие вещи самого пацана. В любом случае, чтобы починить самолет, нужно помочь. Семья Дональда живет в городе Винтер-Миллс, куда Бобби, не обсуждая, поехал, сам за рулем машины пацана. Подоспел он на место, когда бандиты в очередной раз собирали дань с бедной семьи Дональда, что было прервано даже без использования оружия, учитывая их вооружение в виде бейсбольных бит, ведь машина — это транспорт. Когда наступила тишина, можно стало обсудить с отцом, что да как, и оказалось, что похитители Рождества работают на кое-кого круче. Другую организацию под названием «Братья Олсон». Сэр, должен выразить вам бесконечную благодарность в связи с вашей помощью моей семье. Не переживайте об этом. Говорят, вы можете починить мой самолет? Самолет, говорите? Но это навряд ли. Я мало что могу, пока мои инструменты у этих подонков. Неожиданно в разгар ворвался шериф со словами «Кто-то сказал братья Олсон» в манере мема «Сюрприз мадафака» из Декстера. Ну и продолжил тем, что раз добрый незнакомец хочет помочь с этими гадами разобраться, он друг, которому можно вполне безопасно выдать оружие без всяких проверок. Правда, в последнее время не густо с оружием, ведь бандиты и его похитили. С первого раза у меня пройти миссию не удалось, потому что я, как и ранее, решил взять машину и подавить всех к чертям. Но не разобрав, кто есть кто, задавил шерифа. Давайте признаем, случайно его антиоживление довольно логично вписывается в эту небезопасную историю. Но у разработчика миссии другое мнение. Со второй попытки я стал более разборчив и, забравшись на крышу заправки, расстрелял всех злодеев. Что смешно, там сразу же появился еще один с ружьем и попал по шерифу. Благо тут действительно, как и говорил раненый, бандиты хранили много оружия, так что, взяв его, Бобби уничтожил последнего тутошнего бандита. Шериф, как настоящий храбрец, сказал, мол, все со мной будет нормально, так что едь пока что на север города и начинай разбирать остатки этих Олсонов. Я соберу всех, кто может держать оружие, и присоединюсь. Так Бобби и сделал, но подмога долго не пребывала, что не особо поначалу пугало, а потом и стало вообще все равно. Из-под тишка главный Олсон подстрелил нашего решалу. Тот упал, и над ним клишейно стала подниматься камера, демонстрируя, как его мощный дух покидает тело. Конечно, ему в итоге попытались помочь, но было уже поздно. Об его безнадежной ситуации сообщил док шерифу, обсуждавшему с отцом Дональда эффективность налета Бобби на дом бандитов. Где-то на подсознании Бобби тем временем провожали братки или вражки. Он же сам ушел в горизонт. К своему, судя по всему, автотранспорту. Дракончик Продакшн представляет Новый год. Некий мужичок, имя которого разраб миссии по художественным, конечно, причинам умолчал, последний день года решил отправиться, как любой нормальный человек, к семье. Ведь Новый год вообще-то семейный праздник. Сел он в не очень подходящую для его одинокого положения большую машину, зато подходящую для его финансового и делового положения. И поехал себе куда планировал, как вдруг у совершенно неохраняемого места в городе произошла задуманная злодеями поломка двигателя машины нашего героя. Представили, где это может быть? В лесу? Может быть, на автостраде? Может быть, в подвал он заехал куда-нибудь? У аэропорта. Там же его любезно попросили залезть в фургон, практически у входа. После случилась резкая склейка. Наш чувак оказался в подвальчике, боги знают, что там с ним делали, пока он был в отключке. Но в итоге злые дяденьки сказали: ты правила знаешь, теперь ты с нами. Ну, правило есть правило. Теперь наш челик гонщик, которому было приказано проехаться по одному маршруту. Там чел, приказавший это, решил его антиоживить, не антиоживив ранее, пока он был в отключке. Но у него не получилось, знаете почему? Потому что бравый ОМОНовец полностью в обмурдировании, полностью в одежде защитной гулял недалеко по городу и спас нашего чувака. Да еще и к аэропорту подкинул, так что Новый год благодаря ОМОНу, или кто это, сват, брат, год спасен, оказался не испорчен. Новый год не испорчен. Тревожная история. Ну тогда перед следующей миссией готовьте корова. Лол, Курлыка Продакшн представляет Новогодний детектив. Сначала я подумал, это миссии, связанные с сериалом «Настоящий детектив». Однако, когда я раз за разом не мог нагуглить одноименных персонажей сериала, я понял, что связана миссия с предыдущей ей от этого же автора. Короче, миссия начинается за 2 года до событий настоящего детектива. В Новый год. Об этом и будет история Льюиса, ФБРщика, работающего в полиции. Канун Нового года. Прекрасное время, когда люди перестают ссориться. Работник с начальником, муж с женой и даже, не поверите, полиция с мафией. Все дружно собираются, забыв, что день назад хотели вцепиться друг другу в глотки. И дружно поют праздничные песни. Но работу никто не отменял. Даже в канун Нового года.
На работе Льюис по просьбе начальника будет отрабатывать свою зарплату, что вполне логично, ведь она состоит из денег налогоплательщиков. Как он это будет делать? Все просто. Сначала он отдаст свой кабинет под вечеринку боссу, которая, спойлер, не случится, из-за другого мероприятия. А затем направится по приказу в порт, где один из знакомых участка хранит целый грузовик новогодних украшений. Что, как думаете, Льюиса в этой ситуации смутило? Прежде всего, конечно, что он будет работать грузчиком. Занятия буквально мишурой его вполне устраивают. Дело это опасное, так что в напарнике ему был назначен целый шериф из другого участка, из Лос-Вентуреса. Думаете, я шучу, что это дело опасное? Оно действительно такое. Да ты чё? Впрочем, если все сложится удачно, игрушки будут доставлены в полицейский участок. И после мы не увидим, как этот участок выглядит. Ведь на следующий день, 31 декабря, главный герой, абсолютно не расстроившийся из-за того, что жена с ребенком его уехала к теще, без него праздновать, поехал налоги граждан до конца прожигать. Вся полиция в крепкой мужской компании собирается вечером, чтобы праздновать. Не в участке, а как раз у того владельца грузовика с игрушками. И для того нужно подобрать начальника и шерифа, чтобы подвести к месту. Пока это делалось, узналось, что нападавшие на грузовик, полный игрушек, действовали по умыслу испортить Новый год. Их пробили по базе, и лучше уберите детей от экранов. Эти гады даже сжигали ранее новогоднюю елку городскую. Ужас. Надеюсь, ваше новогоднее настроение не испортилось, как мое. А если да, то вас, вероятно, вдохновит ограниченность наших героев. Им все как с гуся вода. Начиналась эта миссия с поздравлений с наступающим 2013-м, а тут уже празднуют приход 14-го. В разгар чего им было даже в развлечение нападение на них японцев, принятых ими за китайцев. Студия «Плачущий дракон Продакшн» и режиссер Никиц Расколов представляет «Новогодний репрезент». Это сборник коротких историй, что-то из разряда невыпущенное. Сначала их было 3, но я, с вашего позволения, взял только первые 2, потому что 3-я перенасыщена сюжетом, и я ее не вывезу. Нет. Часть 1. Крепкие орешки. Итак, разгар новогодних праздников и вновь полицейская история. Наш главный герой Джон приходит на работу. Поздравив начальника, тот пару грамм его новогоднего настроения добирает. Ведь сейчас не до праздников, хотя праздники. Потому как на районе появилась банда Санта-Клаусов, распространяющих среди даже детей свое новогоднее настроение, если вы понимаете, о чем я. Взяв своих ребят Блэка и Сэма, Джон поехал на место, где обычно плохие Санты сбывают товар. Конкретно в парк развлечений на пляже Святой Марии. Хоу-хоу-хоу, счастливого Рождества, сын мой. Сержант Скотт, полиция Лос-Сантоса. Вы подозреваетесь в торговле наркотиками. Хоу-хоу-хоу, какими наркотиками? Внучок, я же Санта-Клаус, меня детишки любят. Ага, вы и детям это дерьмо впариваете. Показываем документики, гражданин. О-о-о. Как бы не так, плохой мальчишка. Отказавшись по просьбе полицейского провериться, дед решил бежать. Не очень быстро. Точнее, настолько не быстро, что Джон буквально бежал от него. Но Санта все же со своими дружками смог начать скрываться на машине. Джон не растерялся, взял мотоцикл курьера пиццы и начал погоню. В этот момент разраб решил нас заглушить песенкой «Джингл Беллс», под которую полицейский и закончил миссию, уничтожив преступников. Часть 2. Доктор моей мечты. Готовьте платочки, это будет убийственно грустно. Полицейский МакГрегор стоял у входа в больницу, где собрался персонал и больные, среди которых женщина на коляске. Непонятно, чем она болеет, она долгое время не проявляла эмоций. А тут опа, беспонтовый фейерверк, однако который дымится полчаса. Дал прогресс. Стали проявляться эмоции. Ого, я такое в последний раз только во Вьетнаме видел, когда рисовые поля вместе с нами горели. Сиамер Продакшн представляет рождественская суета. До изобретения умными людьми и маркетплейсов людям в Новый год приходилось устраивать бойни в магазинах. В некоторых регионах мира до сих пор, к сожалению, такое практикуется. В любом случае, нашему главному герою Кайлу необходимо купить подарки к Рождеству. Взяв список, он оделся и пошел на улицу, по пути к магазину, которое было насыщено добрыми людьми, уже активно празднующими. Дойдя до ближайшего перекрестка, он осознал, что список, взятый ранее, пустой. То есть он без понятия, что дарить родным. Так что решил посоветоваться с другом, Фрэнком, что обычно тусуется в качалке. Про подарок не переживай, главное, что от души. Ну, а денег я могу дать, если сделаешь для меня кое-что. Да уж, Кайл хоть и балбес, но с добрым сердцем, ведь ради подарков для родных поработал грузчиком, за что получил несколько грошей от Фрэнка. Чего на хорошие подарки, конечно, не хватит. Вскоре, проходя мимо афиши в виде прибитой к твердой стене тетрадки, с надеждой в ней найти способ подзаработать, пришло лишь разочарование. Это был фестиваль фейерверков, а с разочарованием пришел не очень солидно выглядящий незнакомец и предложил подзаработать. Не на том, о чем вы подумали, о чем бы вы не подумали, а на конкурсе мини-игр. Конечно, конкурсе мини-игр.
Ни капельки не посчитав это предложение подозрительным, Кайл сел на велик, видимо украденный, и поехал к автошколе. Рядом с ней было указанное место незнакомцам – съемочная студия, на которой уже в разгаре была игра в кальмара по-американски, потому что участники, называя это пейнтболом, стреляли в друг друга из боевого оружия. В эту суету Кайл и ворвался, резко уничтожив всех и победив в первой мини-игре. Вторая мини-игра просто представляла игру на аркадном автомате, кстати, реально играбельную. Третья, в общем, спойлер ко второму сезону сериала, видимо, так что Кайл просто рассказал на словах, на черном экране. Там были аппликации из бумажек на новогодние темы, в которых он победил, и сделал это жестко. К тому же оппоненты даже не смогли ножницы в руки взять. Молодечек. На вырученные деньги с победы главный герой пошел в магазин фигурок и, закупив там несколько, пошел смело домой, ожидая праздника. Leon Production представляет один из серьезнейших в этом видеопроектов в поисках потерянного Рождества. Как и в других историях, все начинается с предпраздничной 25 декабря 2010 года, что здесь названо кануном Рождества. Я, конечно, глупый, как говорит описание моего канала, но канун Рождества у американцев вроде бы с 24 на 25. Ну, неважно. Главное, что наш главный герой Кристофер собрал свою семью для объявления, что его ранее обещанный сюрприз уже готов и ждет в одном прикольном местечке, куда нужно доехать на автомобиле. Я обещаю вам, вы этого подарка не забудете. Этот подарок просто нечто. Резкая склейка, и нас переносят на 10 лет вперед под отрывную музыку в 25 декабря 2020 года в Неваду, где теплым утром, но если бы я не поставил 500 модов на снег, Кристофер со своими студентами ехал на раскопки. Кристофер археолог, если что. В пути они остановились на заправке. Кто-то из студентов пошел в туалет, кто-то остался охранять машины, ну а кто-то вместе с наставником пошел в магазин за точильными камнями для инструментов и едой. Но вот проблема-то, еда в дефиците, потому что, по словам продавца, есть в местности хозяева некие, держащие в страхе и обложившие огромными налогами магазин. В этот миг на заправку те и подъехали. Продавец подумал за внеочередными сборами, но, судя по всему, просто мимо проезжали и видели наши машины. Подумав, разбьют местных, то чужие бояться тоже будут. Однако старая поговорка в данном случае оказалась неверной. Археолог, натренированный на мумиях и древних ящерах, показал всем бандосам, как надо с лопатой обращаться сначала, что по его профилю, а затем и с их оружием. В ходе бойни Кристофер спас своих студентов, перебив всех бандитов, по крайней мере, на заправке. Закончилось это в общественном туалете, на выходе из которого археологу незнакомец неожиданно предложил помощь. Вас все лицо в крови, и вы серьезно ранены. О чем ты, черт побери? У меня нет никакой крови, и я в порядке. Вы кому это, сэр? Видимо, меня ударил кто-то по голове. Неважно. Перед отъездом, зацепившись языками, продавец спросил у Кристофера: «Что делаете? А самое главное, почему в канун Рождества?» Кстати, на этот раз реально в канун. Оказывается, они ищут медальон Имван Чичи и прочие индейские приколы. А в Рождество, потому что всякие лайферы-конкуренты празднуют и мешать не будут. Продавец, собрав провизии, что осталось после предыдущих налетов бандитов, пожелал лишь удачи. Следующую часть миссии представляет Тпаксепа Продакшн. Приехав в пустыню, не обращайте внимания на квадратики, археологи развели костер, продолжив тему, почему же на самом деле Кристофер в Рождество не остался со своей семьей. Например, у ФБРовца раньше была крепкая мужская профессиональная тусовка, а у археолога же семья есть, если верить словам его поддерживающая. И он вот уж 10 лет традиционно в это время работает. И в общем, вы сами шо вообще там делаете, блядь, отъебитесь? Согласившись на этом, все стали готовиться ко сну. Кристофер прошелся по округе и, заметив вдали машину, похожую на свою старую, лег спать. А на утро повел команду в старое поселение за теми самыми кувшинами Чевампчичи, где после смешной нарезки балбесных попыток найти артефакт, тот не нашелся. К Кристоферу уже вновь обратился незнакомец. Другой, но он подумал, что с заправки. Так и сяк, говорит, авария, да и пить хочется. Всех работяг, которые смотрят на фоне, прошу обратить внимание. Да-да, подходим к экрану. В этой катсцене проанимирована бутылка, то есть проб, который невозможно держать в руке. Ни ранее, ни после такого в видео этом не будет. А если будет, я вырежу. Не зря же я вас позвал. Можете расходиться. Вскоре один из балбесов нашел пещеру. Открытие это было сопровождено приемом прямо как в фильме «Побег из Шоушенка». Забравшись внутрь, оказывается, для Кристофера это самое интересное дело в его карьере. Ребята же снаружи дружно начали обсуждать в отсутствие наставника, мол, странный он какой-то. И вновь вспомнили слова продавца. Он там рассказывал что-то про какую-то легенду. Кто-то, терзаемый старыми бедами, которые хочется забыть, в поисках подковы Парапчичи, будет страдать от производящихся вокруг приколов из этих бед. В эту же секунду проход в пещеру завалило. Кристофер, я так понял, не испугался, но ругнул себя за то, что опять заглупил. Но хоть кого-то с собой на этот раз не затащил. И пошел по пещере. Легенда через несколько метров в глубине подтвердилась. Археолог 10 лет назад, оказывается, если не было понятно ранее, со своей семьей попал в аварию. Воспоминания об этой трагедии оплавило лицо Криса. Дюмеры часто прибегают к этому приему, чтобы нагнать драматического эффекта. Самолеты же, взрывающиеся из-за столкновения с локацией пещеры, построенной в небе, на их пути добавляют жару. Все продумано.
В конечном итоге, найдя те самые индейские часы, они буквально заставили вспомнить в красках о случившемся ранее. Оказалось, что Кристофер выжил единственный из всей семьи в той поездке. И если бы не психотерапевт, как я понял, с советом забыть о семье и празднике, то и он сам сейчас бы своими раскопками не занимался. Грустно. Плак-плак. Следующая миссия у нас называется... А, поверили? Как великие диомеры, по-вашему, могли бы вас так оставить без новогоднего настроения? В итоге индейская вешалка для одежды перенесла главного героя в начало истории, когда никакой аварии не было и не будет, а лишь только ментальное разложение в виде новогодних телепередач. Через 8 лет я снова встретил Алана, Купера и Джеймса. Они также просили меня поехать в Неваду, но это уже совершенно другая история. Чат Продакшн представляет. Решимово Рождество пошло не по плану. В Рождество Решимо спал, пока не услышал некоторые звуки из прихожей, конкретно взрывы. Тогда он пошел проверять, что это такое, и оказалось, это был Санта, заметивший в итоге заметившего. Джорджи, придурок, я просто дарю тебе подарочки. Чё вылупился? Санта, попросив пойти спать, приказал открыть подарки только утром и только на улице, чтобы все прохожие тоже порадовались. Следуя указанию, на следующий день коробочки взорвались. А Санта оказался райдером. Такую проделку он устроил вместе заранее уничтоженную его машину. Джошуа же не из робкого десятка, так что решил наказать предателя Гроув-стрит. Кстати, как оказалось, и всех ему подобных у него дома тоже. После этого пришлось скрываться от копов и даже сделать поддельный паспорт, что не помогло. В конце концов, бабушка райдера отомстила за него, выстрелив в Джошуа из ракетницы. Или из... я не знаю, как эта штука называется. Следующая студия просто скромно назвала себя Дьюмом в общем. Все миссии всего-то с ее разрешения существуют. Сейчас же она представляет новогодний переполох. Два не наспех придуманных персонажа с редкими именами Джон и Джейк за 10 часов до Нового года задумались, что нет у них новогоднего настроения, а значит, есть где-то тот, кто его покрал. И поехали они по короткому пути, два американца, к Деду Морозу, на Северный полюс, где, видимо, тот по обмену с Сантой работает. Благодаря чему не будем удивляться, что у советского детка украли именно Рождество. И нет, не кто-то красного цвета, а зеленого, конкретно Гринч. Хотя по описанию Деда Мороза это мог быть Грув. В любом случае, сейчас он с грузовиком подарков все дальше и дальше отбывает. Но наши главные герои, в смысле героизма, нагнали грузовик и вычислили, что Гринч живет в карьере. Туда вскоре дед, не стесняясь, приказал отправиться Джону со всеми своими знакомыми и спасти Рождество, спася для этого новогоднее настроение. Я собрал вас всех сегодня здесь, чтобы вы мне помогли. А еще, за кадром, я вам, конечно же, все объяснил, для того, чтобы мы смогли удачно захватить подарки. Выдвигаемся. В итоге, найдя Гринча, Джон, позабыв о своих друзьях, и особенно о Джимми, который был в начале, это было несколько секунд назад, вы по-любому помните, повез нового друга Гринча показывать, что такое Новый год на самом деле. Конкретно подвез к случайной празднующей толпе с Дедом Морозом и сказал: проси подарок, проси подарок. Ну и пошел, значит, Гринч, превратившись в девушку, у деда подарок просить. На самом деле моделька просто скукожилась. На этом должно было бы быть все. Но нет, нужно было отпраздновать 2 минутки с 5 звездами. Ведь копам по какой-то причине наплевать, что с Гринчем перемирие. Ведь в его поисках были уничтожены куча его помощников. Единственный способ отпраздновать в этих условиях — кровавый. Конкретно поочередно прятаться за толпой, как за живым щитом, после чего даже мультик не показали. Звездная пыль 101 Production представляет Рождество по-картельски. Это короткая и совсем необычно для этого грамотно написанная миссия. Значит, есть Феликс, наш ГГ, планирующий 25 числа отпраздновать со своей девушкой праздник, как вдруг к нему подъезжает один из глав местных латиноамериканских картелей, Гонзоло, и приказывает антиоживить другого главу из Гватемалы. Довольно харизматично, причем приказывает, что даже отказывать неприятно. Цель находится в, судя по названию, ирландском отеле Бона, где несколько этажей до него плотно охраняются. Геймплейная зачистка оказалась довольно свежей, хоть и невероятно легкой и примитивной. Нужно было зачищать этаж за этажом. С Рождеством, сука! Оказавшись в номере, цель была жестоко антиоживлена, несмотря на ссылки к его семейному положению. Сразу после, как и планировалось, Феликс вернулся домой к своей девушке, которая пожелала больше времени с ним, а он сам заработает деньги, после чего уехать с ней в закат. Разработчик же очень по-христиански в Рождество советует победить своих врагов и провести время с любимыми. Ну и правильно. Миссия, сделанная к 9-му Диом-конкурсу. Рождество на Челиаде. Я не профессионал, не подумайте, но прошел миссий немало. И выделил основных 2 вида – сюжетная и декоративная. Ну, в общем, данная миссия декоративная. Просто погулять, посмотреть на маппинг. Конечно, это скучнее, чем сюжеты. Для сравнения, в остальных подобных миссиях на Гроув-стрите флексят пацаны, и 3 минуты висит надпись СНГ или с Рождеством. Суть этой немного отличается. Подняться на Челиад, наблюдая, как идет празднество. И это красиво. С модами, которые я поставил, еще лучше. Даже в отсутствии поезда, мне миссия показалась по ламповости похожа на мультик «Полярный экспресс». Скорее всего, из-за этого дядьки в пальто. Подъем милый, в общем, а на верхушке веселая вечеринка с фотками и казино. Григорий Продакшн представляет История Роба.
Деды Морозы. История началась со встречи вдали от посторонних глаз. Алан и Роб планировали ограбление по инициативе первого. Тот предложил гениальную для данного времени задумку – переодеться в Дедов Морозов и грабануть одного олигарха. Возможно, даже Илона Маска. Поскольку бабла много в смысле грабежа и в смысле празднований, два Деда Мороза – это не проблема. Первым делом дуэту нужно достать костюмы. Не без проблем, конечно. Последние два в местном магазине как раз уже выкупил один какой-то чилик. Для их перевозки использующий аж целый фургон. Скорее всего, это для ограбления. После, чтобы идея реализовалась, нужно антиоживить настоящего, заказанного уже Деда Мороза, что Алан сделал путем запихивания всей рабочей пиротехники в духовку в его квартире, пока Роб отвлекал его. Затем Роб поехал к Робу, к Роберту точнее, знакомому Алана, за второй по важности вещью – лазером для распиливания сейфа. Получить его удастся за возвращение новому персонажу украденной у него контрабанды с помощью всего лишь велосипеда. И лишь на пути на само дело у Роба начали появляться какие-то сомнения, которые в итоге оправдались. Лазер взорвался, денег получить не удалось, что очень скверно, ведь Аланом они были обещаны серьезным дядькам, поэтому те приказали ему каким-то образом компенсировать обманщик. Робом, у которого тоже вообще-то денег нет, увезя его в лес и, скорее всего, антиоживив. Просто для остросюжетненечко части. Кажется, Six Production представляет счастливого Рождества. Накануне Рождества 2011 года, эта миссия прямо оттуда же есть, если что, Си-Джей пришел к Сизеру по его зову. Он в каком бы то ни было смысле хотел одну девушку из журнала, которая работает у Мэтт-Дога. При том условии, что в основном сюжете Сизер и Кендалл, сестра Си-Джея, остались вместе, последний без тени сомнения говорит «вай нет» и поехал в особняк успешного уже рэперка, с которым он в том же сюжете был хорошим другом. Ну и вот, приехал, разнес его охрану и убил его самого, похитив ту нужную девушку, которая оказалась... Меган Фокс. И чтобы она не переживала, Си-Джей объяснил, что не похищает, но нанимает ее за $1000 для определенных услуг для своего свояка. Предвижу ваши комментарии, что разработчики демок это как философы, которые рассуждают о смысле жизни. Но вместо того, чтобы сидеть в уютном кафе с чашечкой кофе как профи, они сидят за компьютерами и радуют своими проектами. В отличие от какого-нибудь Сократа, который искал истину, наши разработчики, похоже, нашли только Меган Фокс в трансформерах идиом. Dentist Production представляет ограбление в Новый год. На этот раз нас встречает пролетка по городу под оглушительно громкую музыку из «Розовой пантеры». Судя по комментариям на сайте, так случилось не только у меня, но люди подумали, что это просто кровоизушительно-пускательный баг. Вот это придуши. После чего музыка всего лишь чуть-чуть затихла, и нас познакомили с некоторыми героями истории. 4 ворами в костюмах Дедов Морозов. И у них даже есть имена. Но если честно, это не важно. Они ограбили дом и начали скрываться, притом один из них отстал. Видимо, в наказание за что ему остальные приказали спрятать награбленное. Лол еще остался у вас? Тогда пора его продолжить употреблять, ведь убили бедолагу при этом. И на следующее утро на место прибыл детектив, как раз наш главный герой Рой. Ему полицейский рассказал детали и направил к единственному свидетелю. Нашего детектива дело его нынешнее огорошило, даже настроение новогоднее подпортило, как ящик грузчику или пирожок повару. Но он начал повторный осмотр места преступления и нашел много того, что копы не нашли. Как я и сказал ранее, Рою сообщили о свидетеле. Опростив, появляется намек на то, что свои же его и видимо, запали его ранее. Самого актера свидетель разглядел и сказал, что, мол, видел в баре. Придя туда, Рой напугал бандита, и началась погоня, после которой пришлось его антиоживить. Вскоре это передали по новостям, и 50% оставшейся банды забеспокоились об этом. Но в итоге Рой нашел и их. Не мог не найти. Но получилось антиоживить только одного. Другой скрылся на лодке, за что Роя отчитал начальник. А потом только сказал: ну ничего, бывает, я тебя повышаю. С Новым годом. Уже знакомый нам Кажется Six Production представляет, как Джизи Рождество спасал. Теперь главный герой Джизи, вспомнили, да? Сутенер. И он дружит с Зеро, который увлекается модельками и продает их. Поскольку он в очках, он провел некоторое расследование. Здрасте, господин Джиз, я наш... Сорян, но сколько раз я тебе уже говорил звать меня Джизи. Суть найденной инфы заключается в месте жительства клоуна Клауса, которого нужно достать по секретному заданию. Злодей засел в горах недалеко от Бейсайда, где уже все схвачено, и машина готова, и джетпак в лесу спрятан. Короче, осталось просто красиво существовать в их районе, с автоматом в руках, что приведет к антиоживлению злодея. Из слов Обамы в итоге узнается, что ранее было Рождество захвачено клоуном Клаусом, но теперь, когда его не стало, благодаря неизвестному герою, он как президент возвращает на место клоунских празднований Рождество again. Вот как-то так народное творчество рисует зимние праздники. Не забывайте оставлять в комментариях свои и не очень свои миссии, которые я мог упустить. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на Бусти. Давайте сделаем 2025 год годом активных действий, когда доброта и человечность станут нашими главными ценностями. Пока.